Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду обрезать мускусные розы. Покажу вам на примере двух сортов, как я это делаю. Это у меня один кустик мускусной розы Динки. Он практически отцвел. Вот эта шапочка на конце побега. Мы ее должны всю срезать. Сначала мы смотрим, идем вниз по побегу. Вот он. Вот у нас настоящий лист, а это слепой побег. Мы идем ниже. Вот он, еще один настоящий лист. И вот здесь вот мы производим обрезку. Сейчас я в другую руку возьму секатор. Вот такую мы срезали ветку. Срезали ветку. Идем дальше. Вот еще одна ветка. Она тоже отцветает, мы ее тоже будем резать. Смотрим, вот здесь заканчивается у нас цветонос. Спускаемся ниже. Вот он, первый настоящий лист. И мы делаем обрезку. То, что обрезалось, убираем. Здесь в данном случае я не соблюдаю вот это правило резать на наружную почку куста. Но вообще, если у вас куст как-то в кустодержателе, аккуратненько собран, конечно, это правило соблюдается. Это не плетистые розы, это кустовые. Поэтому нужно здесь резать также на наружную почку. Вот он, смотрите, еще один пример. Вот он побег. Но здесь еще у нас есть бутоны. И нам хочется с вами продлить цветение, поэтому мы ищем, где начинается веточка с бутонами, и вот в этом месте обрезаем. Обрезаем вот так. И у нас через недельку раскроются вот эти бутоны. Когда они отцветут, мы найдем наш срез, вот этот, спустимся ниже и обрежем вот здесь, под первый настоящий лист. Вот здесь. По такому же принципу обрезается весь куст. Это мускусная балерина. Я ее уже обрезала в этом году после цветения. Сейчас она вот так вот опять отцветает. На ее примере покажу обрезку вот этой ветки. Это ветка этого года. Она молодая. Смотрите, какая толстенькая, хорошая веточка. Вот эту шапку отцветшую мы срезаем. Но срезаем не по первый настоящий лист, а вот до сюда. Объясню, почему. Отсюда идет веточка дополнительная. На ней были недавно бутоны, как на Динке. И вот эти цветочки, они еще немножко на кусте продержатся. Поэтому я их резать не хочу. Я обрежу вот так. Вот такую шапочку мы срезали. А вот это осталось. Когда вот эти цветочки отцветут, мы будем резать не вот эту вот тоненькую веточку, а найдем наш прошлый вот этот срез. И вот уже вот на этой крепкой ветке отрежем по первый настоящий лист. Вот здесь. Таким образом мы срежем вот эту цветущую ветку. Но пока пускай еще побудет. Если таких придаточных веточек нет с молоденькими цветами, мы поступаем как обычно. Вот она наша ветка. Находим первый настоящий лист. Вот он смотрит вовнутрь. Значит, спускаемся ниже. Вот он листик. Он смотрит наружу. И на него вот так обрезаем. Срезается вот такая ветка. По этому принципу также режем весь кустик. Пройдемте дальше. Это Aldenbüchen. Такой монстр у меня растет огромный. Очень эффектно цветет. Такими шапками большими. Я ему тоже уже делала обрезку. Покажу на его примере.
вот эта шапочка цветов расположена на одном побеге. Она уже отцвела, очень долго уже держатся цветы. И мы смотрим, где ее нужно срезать. Вот здесь заканчиваются цветоносы. Спускаемся ниже. Ищем первый настоящий лист. Вот он. И над ним вот так мы делаем срез. Сейчас я это все обрежу. Покажу вам. Вот такую ветку мы срезали. Можно букет ставить в вазу. И кустик уже становится гораздо меньше размерами. Вот она, серединка у нас, она уже пустая. По такому же принципу чуть позже я обрежу остальные цветки. Мне просто очень нравится эта роза, как она отцветает. Имеет вот такой вот зеленоватый оттенок, очень похожий на гортензию. Я очень люблю этот сорт. Вот такое массовое цветение. И после обрезки всего куста он как минимум в половину вот так вот у меня уменьшится в размерах. Не бойтесь его резать. Розы, не только мускусы, но и все розы очень любят обрезку. Поэтому здесь еще много бутончиков. Розочка цветет очень долго. Давайте еще срежем вот эту, наверное, веточку. На ней просто хорошо показывать. Она отдельно так стоит. Вот здесь заканчивается у нас последний цветочек. Спускаемся ниже. Вот он, настоящий лист. Вот он. И мы можем здесь вот эту вот веточку всю так обрезать. Такая же ветка точно. Вот так вот делается обрезка мускусных роз. Как видите, им это очень нравится. Цветут хорошо и обильно.